Что происходит с кометой, которая ведет себя совершенно не так, как должна? В конце 2020 года астрономы обнаружили комету 3 и косая черта Атлас, которая приближалась к Солнцу по странной траектории. Тело из межзвездного пространства стало первой кометой извне нашей системы, которую мы смогли детально изучить. Но когда телескоп Хаббл сделал свежие снимки в начале 2024-го, ученые увидели нечто невероятное. У кометы появился второй хвост, направленный в противоположную сторону от первого. Ее яркость менялась без всякой системы, а химический состав оказался совершенно не похож на то, что мы видели раньше. Специалисты из НАСА открыто признались, они не могут объяснить поведение этого объекта. 29 декабря 2020 года система автоматического обзора неба «Атлас» на Гавайях зафиксировала слабое свечение в созвездии Большой Медведицы. Объект двигался со скоростью 33 км в секунду относительно Солнца. Это была не просто высокая скорость, но траектория показывала, что он пришел откуда-то извне. Астрономы присвоили ему обозначение 3 и косая черта «Атлас». Цифра 3 и буква «И» означали межзвездное происхождение. Третий подтвержденный объект из-за пределов Солнечной системы. Этого мы видели только Оумуамуа в 2017 и комету 2 и косая черта Борисов в 2019. С самого начала новая комета вела себя странно. Она появилась буквально из ниоткуда, словно призрак. Обычно кометы обнаруживают за несколько месяцев до максимального сближения с Солнцем, когда они начинают активно испаряться и ярко светиться. 3 и косая черта Атлас нашли всего за несколько недель до перигелия, ближайшей точки к нашей звезде. Первые расчеты орбиты шокировали специалистов. Комета двигалась по гиперболической траектории с эксцентриситетом больше единицы. Простыми словами, она не была привязана к Солнцу гравитацией и должна была пройти мимо, а затем навсегда покинуть нашу систему. Угол наклона орбиты составил 112 градусов. Объект летел почти перпендикулярно плоскости, в которой вращаются все планеты. Команда из Европейской Южной обсерватории в Чили развернула очень большой телескоп на комету. Спектральный анализ показал наличие циана и двухатомного углерода в коме, газовом облаке вокруг ядра. Это типичные признаки кометы. Значит, перед нами точно не астероид, как Оумуамуа, природа которого до сих пор вызывает споры. 22 января 2021 комета прошла перигелий на расстоянии 180 миллионов километров от Солнца. Это чуть дальше орбиты Земли. После этого момента она должна была начать удаляться и тускнеть. Но вместо этого ее яркость внезапно выросла в 4 раза за двое суток. Снимки с телескопа Хаббл в начале февраля 2021 показали картину, которую никто не ожидал увидеть. У кометы 3 и косая черта Атлас сформировался хвост длиной 800 тысяч километров. Он был направлен не от Солнца, как положено всем кометам, а под углом в 45 градусов к солнечному ветру. Обычно у комет два хвоста. Пылевой, широкий и изогнутый, состоящий из частиц льда и камня. И ионный, узкий и прямой, образованный ионизированным газом, который солнечный ветер сдувает строго в противоположную от Солнца сторону. Законы физики не допускают отклонений. Давление солнечного излучения и потока заряженных частиц всегда действуют в одном направлении. Хвост 3 и косая черта Атлас игнорировал эти правила. Более того, через неделю он изменил угол наклона еще на 20 градусов. Астрономы из института Макса Планка в Германии построили компьютерную модель, пытаясь объяснить аномалию. Одна из симуляций не смогла воспроизвести наблюдаемое поведение. 7 марта комета преподнесла новый сюрприз. На снимках появился второй хвост, направленный почти перпендикулярно первому. Теперь от ядра тянулись два гигантских шлейфа газа и пыли, расходящиеся под углом 90 градусов друг к другу. Это противоречило всему, что наука знала о кометах за 300 лет наблюдений. Группа исследователей из университета Мэриленда предложила гипотезу. Возможно, ядро кометы вращается с очень высокой скоростью и выбрасывает вещество в разных направлениях, как вращающийся разбрызгиватель воды. Но расчеты показали, чтобы создать такую картину, ядро должно делать один оборот каждые 3 часа. При таком вращении комета диаметром около километра просто разорвалась бы на части от центробежной силы. Затем яркость начала скакать хаотично. За сутки она могла вырасти в 2 раза, потом упасть до исходного уровня, потом снова резко подскочить. У обычных комет яркость меняется плавно и предсказуемо. Растет при приближении к Солнцу, падает при удалении. 3 и косая черта Атлас вела себя так, словно внутри нее происходили взрывы или какие-то неизвестные процессы. Спектральный анализ добавил загадок. В спектре появились линии поглощения, которых не должно быть у нормальной кометы. Детектор зафиксировал присутствие сложных органических молекул, полициклических ароматических углеводородов. Такие соединения обычно формируются в межзвездных облаках, но в кометах нашей системы их практически нет.
23 апреля 2021 комета совершила маневр, который поставил астрономов в тупик. Ее траектория изменилась на 3 градуса без видимых причин. Объект просто развернулся, словно управляемый космический корабль. Когда кометы испаряются, струи газа могут создавать реактивную тягу и слегка менять орбиту. Это известный эффект, его учитывают при расчетах. Но изменение траектории 3 и косая черта Атлас оказалось в 8 раз больше, чем могли дать наблюдаемые выбросы газа. Математика не сходилась. Команда из обсерватории Кека на Гавайях провела серию измерений скорости вращения ядра. Результаты показали период в 17 часов. Это нормальная скорость для кометы такого размера. Гипотеза о сверхбыстром вращении отпала. Но тогда откуда взялись 2 расходящихся хвоста? В мае яркость кометы упала в 10 раз за 3 суток. Потом она оставалась стабильной 2 недели. Снова взлетела до прежнего уровня за 4 дня. Такое поведение не укладывалось ни в одну модель кометной активности. Обычно испарение зависит от расстояния до Солнца и меняется плавно. Здесь же график выглядел как кардиограмма во время приступа. Инфракрасный телескоп Спицер успел сделать несколько снимков перед своим отключением. Показали, что комета излучает в инфракрасном диапазоне на 30% больше, чем должна при ее размере и расстоянии от Солнца. Откуда берется дополнительное тепло, непонятно. Телескоп в Аресибо попытался поймать отраженный сигнал от ядра кометы. Обычно это позволяет точно определить размер и форму объекта. Но сигнал вернулся искаженным и рассеянным, как будто отразился не от твердой поверхности, а от облака мелких частиц. При этом визуальные наблюдения четко показывали компактное ядро. К июлю комета удалилась от Солнца на расстояние орбиты Марса. На такой дистанции лед практически перестает испаряться, кометы тускнеют и становятся почти невидимыми. 3 и косая черта Атлас продолжала светиться с прежней интенсивностью. Ее кома, газовое облако вокруг ядра, не уменьшалась, хотя должна была исчезнуть. Спектрометр обнаружил в хвосте присутствие воды в форме, которая не встречается в кометах Солнечной системы. Соотношение изотопов дейтерия к обычному водороду оказалось в 3 раза выше нормы. Означало, что лед кометы формировался в условиях, радикально отличающихся от тех, что были в нашей протопланетной туманности 5 миллиардов лет назад. Группа ученых из Калифорнийского технологического института опубликовала статью с 37 различными гипотезами. Ни одна не объясняла всю совокупность наблюдений. Каждая теория работала для одной аномалии, но рушилась при попытке объяснить остальные. Снимки высокого разрешения с телескопа Хаббл в августе 2021 выявили структуру ядра. Вместо однородного куска льда и камня астрономы увидели объект с четкими гранями и прямыми линиями. Форма напоминала неправильный многогранник с плоскими участками поверхности. Природные космические тела не имеют прямых граней. Гравитация и миллиарды лет столкновений сглаживают все углы, превращая астероиды и кометы в округлые или вытянутые, но всегда плавные формы. 3 и косая черта Атлас выглядела так, словно кто-то вырезал ее из цельного куска материала. С отраженного света показал аномально высокое альбедо, коэффициент отражения. Поверхность отражала 42% падающего света. Для сравнения, обычные кометы отражают от 3 до 5%. Самые яркие астероиды редко превышают 20%. Поверхность 3 и косая черта Атлас была в несколько раз более отражающей, чем у любого известного малого тела Солнечной системы. Профессор Мария Вомак из Университета Флориды предложила провести полиметрические измерения. Это метод, который показывает, как поверхность рассеивает свет. Результаты оказались невероятными. Свет отражался почти без деполяризации, как от полированного металла или стекла. Лед и камень так себя не ведут. В сентябре комета прошла на расстоянии 200 миллионов километров от Юпитера. Гравитация гиганта должна была заметно изменить ее траекторию. Астрономы рассчитали ожидаемое отклонение – 2,5 градуса. Реальное отклонение составило всего 0,7 градусов. Объект двигался так, словно его масса в 3 раза больше расчетной. Размер не позволял такой массе поместиться внутри наблюдаемого объема. Ударные наблюдения из обсерватории Голдстоун в Калифорнии добавили данных. Плотность ядра оказалась около 8 граммов на кубический сантиметр. Это плотность железа. Кометы состоят из льда и пористых камней с плотностью меньше грамма на кубический сантиметр. Даже каменные астероиды редко превышают 3 грамма. Группа из Института Карнеги провела спектральный анализ в ближнем инфракрасном диапазоне. В спектре полностью отсутствовали линии поглощения водяного льда. При этом визуальные наблюдения четко фиксировали водяной пар в коме. Получалось, что вода выделяется из объекта, но на поверхности ее нет. Словно внутри находится резервуар с водой, которая просачивается наружу через трещины. Температурные измерения показали, что разные участки поверхности имеют разницу температур до 120 градусов. На одной стороне минус 130, на другой плюс 10 по Цельсию.
Такое невозможно для тела размером около километра. Оно должно прогреваться равномерно. Единственное объяснение — внутри есть источник тепла, но он нагревает только определенные участки. Астрономы из Европейского космического агентства запустили программу обратного расчета траектории. Компьютеры проследили путь кометы назад во времени, учитывая гравитационное влияние всех планет и известных звезд. Результаты указывали на область пространства в созвездии Лебедя, откуда объект пришел примерно 300 тысяч лет назад. В этом направлении находится звезда HD 186-427, желтый карлик, похожий на наше Солнце. Расстояние до нее составляет 112 световых лет. Если комета действительно стартовала оттуда, она летела со средней скоростью 120 км в секунду. Это в 4 раза быстрее, чем может разогнать объект гравитация обычной планетной системы. Команда из обсерватории Кека направила телескоп на эту звезду. Инфракрасные наблюдения показали избыток излучения, типичный для звезд с планетными системами. Спектральный анализ выявил присутствие тяжелых элементов – железа, никеля, кремния, в количествах, указывающих на наличие каменистых планет. Детальное изучение системы не объяснило, как комета могла развить такую скорость. Даже гравитационный маневр около массивной планеты-гиганта дает максимум дополнительные 30 км в секунду. Чтобы разогнать объект до 120 км в секунду, нужна либо очень близкая встреча с самой звездой, либо взрыв сверхновой поблизости. Архивные данные космического телескопа Гайя не зафиксировали никаких вспышек сверхновых в этом регионе за последний миллион лет. Значит, взрыв исключался. Оставался вариант с экстремальным сближением со звездой, но тогда комета должна была полностью испариться от жара. Профессор Аманда Бош из Массачусетского технологического института предложила другую гипотезу. Возможно, объект был выброшен из своей системы в результате гравитационного взаимодействия двух массивных планет. Компьютерное моделирование показало, если две планеты размером с Юпитер сблизятся на определенное расстояние, одна из них может получить ускорение и вылететь из системы, а вместе с ней несколько малых тел. Но расчеты требовали очень специфической конфигурации орбит. Вероятность вот такого события составляла 1 случай на 10 миллионов лет для типичной планетной системы. К тому же, этот механизм не объяснял странную форму и высокую плотность кометы. Группа ученых из Университета Аризоны проанализировала химический состав пыли в хвосте. Спектрометрия выявила изотопные аномалии не только в водороде, но и в кислороде, углероде и азоте. Соотношения изотопов не совпадали ни с одним известным классом космических объектов. Это означало, что материал кометы формировался в межзвездной среде с уникальными условиями. Анализ траектории показал еще одну странность. Комета вошла в Солнечную систему не из плоскости галактики, где сосредоточено большинство звезд, а под углом 70 градусов к ней. Она прилетела словно бы сверху, из области, где межзвездная среда разрежена и практически нет звезд, способных выбросить объект в межзвездное пространство. В октябре 2021-го астрофизик Ави Лоэб из Гарварда опубликовал статью, где предположил искусственное происхождение объекта. Он указал на геометрически правильную форму, аномальную плотность и необъяснимые изменения траектории. По его расчетам, вероятность естественного формирования такого объекта составляла меньше 0,01%. Научное сообщество встретило гипотезу скептически. Критики указывали на наличие кометной активности. Выбросы газа и пыли явно свидетельствовали о естественном происхождении. Никакой искусственный объект не стал бы испаряться и терять массу. К тому же радиотелескопы не зафиксировали никаких сигналов или излучений, характерных для работающих механизмов. Команда из Института астрономии в Праге предложила теорию фрагментированного ядра. Возможно, комета состоит из множества отдельных кусков, слабо связанных гравитацией. Это объясняло бы странное поведение хвостов. Разные фрагменты испаряются независимо и создают выбросы в разных направлениях. Модель выглядела логично, но новые данные с телескопа Хаббл в ноябре разрушили эту гипотезу. Снимки сверхвысокого разрешения показали целостное ядро без признаков фрагментации. Никаких отдельных кусков или трещин. Объект представлял собой единое тело с четкими границами. Следующей была идея о необычном составе льда. Возможно, комета содержит не водяной лед, а замерзшие газы с более низкой температурой испарения – метан, аммиак или окись углерода. Это объяснило бы активность на большом расстоянии от Солнца. Спектральный анализ действительно показал присутствие этих веществ. Однако расчеты количества выделяемого газа не сходились с наблюдаемой яркостью комы. Чтобы создать такое обширное облако газа, ядро должно было терять около тонны вещества в секунду. При таком темпе испарения комета полностью исчезла бы за несколько месяцев.
Она продолжала светиться с прежней интенсивностью уже почти год. Группа планетологов из университета Болдера в Колорадо выдвинула гипотезу криовулканизма. На некоторых спутниках планет-гигантов есть ледяные вулканы, которые выбрасывают воду и газы из внутренних резервуаров. Может быть, внутри кометы происходят похожие процессы, и она извергает вещество через жерло на поверхности. Эта теория требовала наличия внутреннего источника тепла. Для малого тела размером в километр единственным возможным источником были радиоактивные элементы. Ученые рассчитали, сколько урана или тория должно содержаться в ядре, чтобы поддерживать криовулканическую активность. Цифра получилась абсурдной – около 30% массы. Такой концентрации радиоактивных элементов не бывает нигде во Вселенной. Теория столкновения предполагала, что комета недавно пережила удар другого объекта, который разогрел ее и запустил интенсивное испарение. Но на снимках высокого разрешения не было ударных кратеров или следов недавнего столкновения. Поверхность выглядела гладкой и однородной, без характерных для ударов выбросов материала. «15 января 2024 космический телескоп Джеймс Уэбб направил свои инфракрасные детекторы на комету 3 и косая черта Атлас. К этому моменту объект удалился от Солнца на расстояние орбиты Сатурна и по всем законам должен был стать практически невидимым. Вместо этого приборы зафиксировали яркое инфракрасное излучение с температурой минус 80 градусов по Цельсию. На таком расстоянии от Солнца температура любого объекта падает до минус 180 градусов. Это была на 100 градусов теплее, чем должна. Откуда-то внутри продолжало поступать тепло, причем его количество не уменьшалось со временем. Детальный спектральный анализ выявил линии излучения молекулярного водорода в возбужденном состоянии. Такое возбуждение требует либо жесткого ультрафиолетового излучения, либо столкновений с высокоэнергетическими частицами. Но на расстоянии Сатурна солнечное излучение слишком слабое, а космических лучей недостаточно для наблюдаемого эффекта. 27 января орбитальная обсерватория Чандра провела рентгеновские наблюдения. Комета светилась в рентгеновском диапазоне с энергией квантов около 2 килоэлектронвольт. Обычные кометы испускают слабое рентгеновское излучение за счет взаимодействия со солнечным ветром. Интенсивность излучения 3 и косая черта Атлас была в 50 раз выше расчетной. Геновский спектр показал узкую линию излучения железа. Означало присутствие ионизированного железа в коме кометы. Температура, необходимая для ионизации железа, составляет несколько миллионов градусов. Откуда в холодной комете взялась такая температура, никто не мог объяснить. 3 февраля массив радиотелескопов ALMA в Чили зафиксировал периодический радиосигнал с частотой 1,4 ГГц. Сигнал пульсировал с периодом 17 часов, точно совпадая с периодом вращения кометы. Его мощность составляла около 100 Вт, что в 1000 раз больше естественного радиоизлучения кометы такого размера. Анализ модуляции сигнала показал сложную структуру. Он не был хаотическим шумом, а имел повторяющийся паттерн длительностью 43 секунды. Исследователи увидели в этом признаки организованной последовательности, но большинство считало это артефактом вращения и неоднородности поверхности. 10 февраля телескоп Хаббл сделал серию снимков в ультрафиолетовом диапазоне. На них было видно яркое пятно на одной стороне ядра, которое пульсировало синхронно с радиосигналом. Размер пятна составлял около 50 метров. Слишком маленький для естественного кратера или выхода газа, но слишком яркий для случайного отражения света. Спектр этого пятна показал линии излучения в ультрафиолете, характерные для электрического разряда в разреженном газе. Словно на поверхности кометы работала гигантская неоновая лампа. Физики не могли придумать механизм, который создавал бы такой разряд естественным путем на холодном куске льда и камня. 18 февраля яркость кометы внезапно выросла в 20 раз за 6 часов. Это был самый мощный всплеск за все время наблюдений. Спектр показал выброс огромного количества воды, циана и органических молекул. Затем через 8 часов яркость вернулась к прежнему уровню, словно кто-то включил и выключил кран. 23 марта 2024 комета 3 и косая черта Атлас совершила маневр, который заставил ученых всего мира замолчать. Ее траектория изменилась на 12 градусов за четверо суток. Это было в 30 раз больше любого предыдущего отклонения. Астрономы из НАСА немедленно пересчитали все возможные естественные причины. Выброс газа при максимальной активности мог дать отклонение максимум в 0,4 градуса. Гравитационное влияние всех планет на таком расстоянии составляло 0,02 градуса. Солнечное давление 0,01 градус. Если сложить все факторы и умножить на коэффициент ошибки, получалось меньше градуса. Изменилось в 12 раз больше физически возможного.
Объект ускорился на 3 метра в секунду без видимого источника тяги. Профессор Дэвид Джуит из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе созвал экстренную видеоконференцию с ведущими специалистами по малым телам Солнечной системы. 38 ученых из 17 стран 3 часа обсуждали данные. Никто не смог предложить объяснение в рамках известной физики. 27 марта спектрометр на телескопе Джеймс Уэбб зафиксировал выброс вещества с одной стороны ядра. Струя газа била строго в одном направлении с постоянной интенсивностью в течение 8 часов. Это напоминало работу реактивного двигателя, а не хаотичное испарение льда. Расчеты показали, чтобы создать наблюдаемое ускорение, струя должна выбрасывать 20 килограммов вещества в секунду со скоростью 500 метров в секунду. Но спектральный анализ показывал выброс максимум 3 килограммов в секунду. Цифры не сходились в 7 раз. 1 апреля группа из Института Макса Планка опубликовала результаты магнитометрических измерений. Комета создавала собственное магнитное поле напряженностью 50 нанотесла. Кометы не имеют магнитных полей. У них нет ни металлического ядра, ни механизма для генерации магнетизма. Это свойство планет, а не ледяных глыб размером в километр. Более того, напряженность поля менялась синхронно с радиопульсациями. Радиосигнал усиливался, магнитное поле росло. Когда сигнал слабел, поле уменьшалось. Это указывало на связь между двумя явлениями, причем связь выглядела как работа электромагнитной системы. 7 апреля телескоп Хаббл снял видео высокого разрешения в течение 12 часов непрерывных наблюдений. На записи было видно, как яркое пятно на поверхности перемещается, оставаясь на одном и том же участке относительно звезд. Это означало, что пятно не вращается вместе с кометой, а остается ориентированным в определенном направлении в пространстве. Чтобы пятно оставалось неподвижным относительно звезд, пока комета вращается, внутри должен быть гироскопический механизм стабилизации. Природа не создает таких механизмов. 12 апреля директор программы по изучению малых тел НАСА Линдли Джонсон дала интервью, где впервые официально признала: современная наука не может объяснить поведение кометы 3 и косая черта Атлас. Она избегала слова «искусственный», но сказала, что все естественные гипотезы исчерпаны. 20 апреля комета прошла орбиту Урана и продолжала удаляться от Солнца. Ее яркость не только не упала, но выросла на 15%. Радиосигнал усилился. Температура поверхности повысилась до минус 40 градусов, на 140 градусов теплее окружающего пространства. Что происходит с кометой 3 и косая черта Атлас? После года наблюдений и сотен исследований ответ остается тем же. Никто не знает. Объект продолжает нарушать все известные законы физики комет и не вписывается ни в одну существующую модель. 5 мая 2024 международный консорциум из 23 обсерваторий запустил программу круглосуточного мониторинга. Телескопы в разных точках Земли и на орбите следят за кометой непрерывно, фиксируя каждое изменение. И поступают в единый центр обработки в Европейском космическом агентстве. Траектории показывают, что к 2027 году комета покинет пределы Солнечной системы и уйдет в межзвездное пространство. Ее скорость относительно Солнца составит 41 км в секунду. Она направится в сторону созвездия Кассиопеи, где через 80 тысяч лет пройдет мимо звезды HD 209-458. НАСА рассматривает возможность запуска автоматического зонда для сближения с кометой. Миссия потребует мощной ракеты и гравитационного маневра около Юпитера. Сможет достичь объекта не раньше 2032 года, когда комета будет на расстоянии орбиты Плутона. Стоимость проекта оценивается в $4 миллиарда. Китайское национальное космическое управление объявило о разработке собственной миссии. Их концепция предполагает запуск в 2029 с прибытием к комете в 2037. Зонд должен не только сблизиться, но и произвести посадку на поверхность для забора образцов. Европейское космическое агентство предлагает международную кооперацию, объединить ресурсы и запустить 2 миссии одновременно. Одна для орбитального изучения, вторая для посадки. Это увеличит шансы на успех и позволит получить максимум данных до того, как объект навсегда покинет досягаемость наших аппаратов. Профессор Лоэб из Гарварда опубликовал открытое письмо, призывая научное сообщество серьезно рассмотреть гипотезу искусственного происхождения. Он перечислил 17 характеристик кометы, которые не имеют естественного объяснения. Поддержали 42 ученых из разных стран, но большинство астрономов сохраняют осторожность. 21 мая комета совершила еще один маневр, изменила траекторию на 8 градусов. Третье значительное отклонение за год. Статистический анализ показывает, что вероятность 3 таких отклонений у обычной кометы составляет 1 случай на 10 миллиардов. Если кометы могут так подвигаться, может, нам стоит задуматься о своих маневрах. А если вам интересно узнать больше о таких загадочных историях и научных открытиях, загляните на наш сайт wideori.com, ссылка в описании.
Радиосигнал продолжает пульсировать с прежней периодичностью. Группа математиков из Института передовых исследований в Принстоне проанализировала его структуру, пытаясь найти паттерны. Они обнаружили последовательность, которая повторяется каждые 43 секунды с точностью до миллисекунды. Такая регулярность крайне редка для природных явлений. Магнитное поле усилилось до 70 нанотесла. Температурные аномалии стали еще более выраженными. Один участок поверхности площадью около 1000 квадратных метров светится в инфракрасном диапазоне ярче остальной поверхности в 15 раз. Комета 3 и косая черта Атлас остается самым загадочным объектом, когда-либо наблюдавшимся в Солнечной системе. Она бросает вызов нашему пониманию космоса и заставляет пересматривать базовые представления о том, что возможно, а что нет. Пока она удаляется в темноту межзвездного пространства, вопросов становится только больше.